Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем учиться перуанскому вязанию. Для этого нам потребуется крючок, пряжа и линейка. Ширину линейки выбирайте сами. Можно взять шире, уже, как вам уже будет нравиться. И теперь будем набирать воздушные петли. Для образца я наберу 35 воздушных петель. И вот мы набрали 34 воздушные петли, 35-ю петельку вот так мы вытягиваем, берем линейку и одеваем эту петельку на линейку. Вот так подтянули. Она у нас находится вот свободненько, но не провисает. И теперь в каждую вот воздушную петлю прокалываем крючок, достаем рабочую нить, вытягиваем длинную петельку и одеваем ее на линейку. В следующую воздушную петлю вот вкололи крючок, вытянули петельку и одеваем ее на линейку. Вот как вы видите, они вот свободно по линейке находятся, но не спадают и не провисают. В следующую петельку тоже вытянули длинную петельку, одели ее на линейку и немножечко подтянули. И так в каждую воздушную петлю, из каждой воздушной петли вот вытягиваем по длинной петельке. Вот так. И вот мы набрали на линейку 35 петелек. Теперь их аккуратненько снимаем с линейки. Переворачиваем вязание. Так, берем теперь рабочую нить. И вот первые наши 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот они. Взяли рабочую нить, не натягиваем ее, чтобы она была свободненько. И через эти все 5 петелек захватываем рабочую нить и протягиваем ее. В начале ряда нам нужно сделать закрепку, потому мы делаем воздушную петлю. Далее мы такого провязывать не будем. Теперь в середину этих 5 петелек нам нужно провязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем 5 столбиков без накида, так как мы вот взяли 5 петель. Теперь следующие 5 петель: 1, 2, 3, 4, 5. Заводим крючок в середину этих 5 петель и провязываем столбик без накида. Снова заводим крючок под все 5 петелек. Второй столбик без накида. Третий, четвертый и пятый.
Снова набираем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Завели в серединку крючок, провязали столбик без накида. Снова вот в серединку этих 5 петель заводим крючок и провязываем столбик без накида. Второй, третий, четвертый и пятый. Вот что у нас получается. И так будем вязать до конца ряда. И вот в конце ряда у нас осталось последние 5 петелек. И в них мы тоже провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы провязали с вами второй ряд. Теперь последнюю петельку, которую вот мы провязали, нам ее нужно вытянуть. Разворачиваем вязание и будем повторять вот так, как мы вязали первый ряд. То есть нам нужно набирать эти петельки на линейку. Это первая петелька. Вот вытягиваем петелечку и одеваем ее на линейку. И так каждую петлю. У нас их снова должно получиться 35. Итак, в этом узоре повторяется всего 2 ряда. И так продолжаем до конца ряда. И вот набрали на линейку 35 петель. Снова их аккуратно снимаем. Разворачиваем вязание. Первые 5 петелек 1, 2, 3, 4, 5. Берем рабочую нить, не натягиваем ее и провязываем для начала одну воздушную петлю. Это у нас закрепка. И теперь провязываем, так как мы вязали во втором ряду, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 5 петелек. И в серединку вот провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. И так повторяем до конца ряда. И вот какой красивый узор мы сегодня с вами связали. Вот ажурный красивый узор, вяжется очень легко. Повторяем всего 2 ряда. Это у нас лицевая сторона, это изнаночная сторона. Этот узор еще называют брумстик. Таким узором можно связать шарфик, палантин, а также сделать декор на платье, кардигане, на кофте. И этот узор можно вязать как из толстой пряжи, так и с тонкой.
он будет смотреться очень красиво. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!